you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные внутриканальные наушники от компании Nichi Hi-Fi стоимостью $190. И приходят они в большой по габаритам коробке с очень минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, есть логотип компании и было указано название этой модели Abyss Jade. Но на обратной стороне здесь указаны контактные данные производителя и имеется график частотной характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает связка из одного динамического драйвера и двух арматурных излучателей, но чувствительность составляет 126 дБ и они получили сопротивление 6,9 Ом. И на раскачку эти наушники, как вы понимаете, будут очень легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Инструкция по использованию наушников. Небольшой фирменный кейс. Ну и два набора силиконовых амбушюр. Эти наушники довольно небольшие, они были выполнены полностью из черной смолы и имеют очень приятное и яркое оформление лицевых панелей в изумрудном стиле, где еще здесь имеется надпись Niverace на обоих наушниках. Но вот здесь располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом имеется единственное и небольшое отверстие для компенсации, которое со своей функцией справляется на отлично. Но звуковод тут был выполнен из металла, он имеет длину около 4 мм, диаметр 6 мм, а еще он получил слегка выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Ну а сидят эти наушники в ушах отлично, потому что анатомически их форма была выполнена правильно и соответственно проблем со звукоизоляцией и посадкой тут никаких нет. Единственное, что на мой взгляд стоковый кабель для этих наушников довольно простоват и с ним они звучат заметно проще, поэтому я бы вам от себя точно посоветовал поменять его на вариант куда получше. Например, я сразу взял вот такой вот отличный кабель Nichi Hi-Fi 16S, который был выполнен в золотистой расцветке и получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек с очень красивой фурнитурой. И в своем составе он использует позолоченный слой плюс покрытие из редкоземельного палладия, медь ОЦЦ и кевларовое волокно. И с этим кабелем эти наушники начинают звучать уже намного интереснее и взрослее. Причем я бы даже сказал, будто они вообще теперь переходят на совершенно другой уровень. Появляется больше прозрачности воздуха и общей чистоты подачи, за счет чего бас становится более собранным и текстурным, а вся подача ощущается уже более открытой, детальной и уверенной. Да, понятное дело, этот кабель не дешевый, но как по мне, друзья, он полностью стоит того. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Nichi Hi-Fi Abyss Jade. И первое, что мы здесь видим сразу, это крайне уверенное усиление низких частот на 10 дБ с очень плавным и слегка ранним переходом к области нижней середины с небольшим ее расслаблением. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено чуть энергичнее относительно моего таргета, поэтому эти наушники звучат прям драйвово и очень насыщенно, что заметно сразу на вокале. Но тем не менее подают эту область они еще довольно комфортно и без какого-то лишнего утомления. А вот высокие частоты по продолжительности тут, конечно, будут не самые рекордные, поскольку они затухают после 13 кГц, но тем не менее это является нормальным результатом для наушников с такой конфигурацией излучателей. Ну а теперь давайте лучше обсудим, как все это будет ощущаться на практике. Низкие частоты в этих наушниках ощущаются достаточно мощными и фундаментальными, но при этом без перегиба в сторону какого-то чрезмерного басхедного давления. И здесь прям очень хорошо сразу чувствуется аккуратный
приятный баланс между глубиной, панчем и общим контролем, за счет чего бас воспринимается одновременно и насыщенным, и достаточно аккуратным. И основной акцент тут безусловно был сделан на саббас, который уходит довольно глубоко, создает плотную основу и дает вам то самое очень приятное ощущение массы и давления снизу, но при этом он не превращается в гул и не начинает забивать собой остальной диапазон. И в тяжелых жанрах он воспринимается довольно текстурным, хорошо читаемым и вполне быстрым, поэтому даже на очень насыщенных треках он сохраняет нормальную структуру и не теряет свою разборчивость. А мидбас уже в своей подаче тут более панчевый и энергичный. Удары ощущаются четко, с хорошей атакой и приятной упругостью, за счет чего низ в электронике или хип-хопе звучит очень живо и динамично. При этом он не раздутый и не перегруженный каким-то лишним объемом, а наоборот остается достаточно точным и собранным, что хорошо влияет на общую чистоту подачи. И в итоге низ здесь получился действительно удачным, глубоким, панчевым, текстурным и достаточно техничным, но при этом без перегибов и без ощущения усталости от чрезмерного количества баса. А вот средние частоты здесь подаются очень насыщенно и энергично, прям по классике для наушников с около Harman настройкой, но при этом без ощущения того самого перегруза или излишнего утомления. И буквально с первого прослушивания здесь сразу чувствуется эта плотная и слегка теплая манера подачи, которая добавляет музыке веса, телесности и делает звук уже более живым и в какой-то степени эмоциональным, за счет чего вокалы и инструменты здесь звучат достаточно массивно и уверенно, с хорошим ощущением плотности, но при этом середина не уходит в какую-то мутность или избыточную жирность, как, например, у наушников с более теплой, плотной и вообще олдскул настройкой. И, кстати, прозрачность здесь, на мой взгляд, нормальная. Плюс есть воздух между инструментами, поэтому звук не ощущается каким-то зажатым или слишком тяжелым, даже несмотря на такой очень насыщенный характер. Но все же, на мой вкус, разрешение мне хотелось бы чуть выше, особенно если сравнивать ATIM уже с более дорогими и откровенно техничными моделями, поскольку здесь нету попытки как бы вытянуть каждую микродеталь любой ценой, а наоборот весь акцент сделан именно на драйв, эмоции и удовольствие от прослушивания. То есть у этих наушников, ребята, это прям уже совсем другие цели. И вот как раз для рока, металла и вообще такой более энергичной живой музыки такая подача подходит просто отлично. Гитары звучат сочно и плотно, ударные ощущаются массивно, вокал подается эмоционально и уверенно, будь это женский или мужской, и в итоге вся середина воспринимается такой очень драйвовой, насыщенной и действительно приятной для длительного прослушивания. Но высокие частоты подаются достаточно зрело и комфортно, и без попытки впечатлить вас какой-то чрезмерной яркостью или излишней резкостью. Это точно не тот верх, который сразу начинает лезть вперед и акцентировать на себе все внимание, а скорее очень спокойная, аккуратная и просто хорошо сбалансированная подача, которую реально приятно слушать длительное время. При этом назвать высокие частоты темными или глухими точно нельзя, потому что детализации, воздуха и прозрачности здесь достаточно, поэтому все основные нюансы записи, будь то там послезвучие или мелкие детали, считываются здесь нормально и без ощущения той самой сильной сглаженности или нехватки информации, как у реально темных моделей. И, конечно, мне очень понравилось то, что здесь нету тех самых утомляющих пиков или неприятной резкости и остроты, как уже у более ярких и откровенно светлых моделей, поэтому даже на старых, плохо записанных треках высокие частоты ведут себя здесь спокойно и контролируемо, поэтому музыку можно просто слушать долго и без желания сделать звук тише или вообще там переключить трек. И за счет этого верх здесь воспринимается как очень такое грамотное завершение общей подачи. Он достаточно детальный, воздушный, в меру прозрачный, но при этом комфортный, зрелый и без какой-то там лишней агрессии. И за счет этого он очень хорошо сочетается с плотной и насыщенной серединой, сохраняя общий баланс и всю цельность звучания.
Ну и звуковая сцена в этих наушниках получилась достаточно естественной, понятной и комфортной по своему восприятию. Здесь нет ощущения искусственно какого-то раздутого пространства или попытки впечатлить вас какой-то нереальной там сверхшириной, а наоборот тут все подается так спокойно, стабильно и очень предсказуемо. И по размерам сцена здесь ощущается вполне нормальной, как для этого бюджета. Есть хорошее ощущение ширины и присутствует нормальная глубина, за счет чего звук не воспринимается каким-то плоским или зажатым. И этого пространства, на мой взгляд, вполне хватает, чтобы музыка дышала и не сваливалась в какую-то одну сплошную кучу, даже на более насыщенных треках. Поэтому все инструменты и вокал располагаются понятно, без хаоса и какой-то сильной размазанности. И за счет этого за музыкой можно комфортно следить, и вся подача ощущается здесь достаточно организованной. Ну да, безусловно, каких-то рекордов по масштабу или супер трехмерности, как у топовых моделей, здесь нету. Но при этом сцена была сделана очень грамотно и без каких-то откровенно слабых мест. И как по мне, она просто выполняет свою задачу. Создает понятное, естественное и просто комфортное пространство, в котором музыку приятно слушать на самых разных жанрах. Ну а вывод у меня получился таков. Niche Hi-Fi и Beats это очень любопытные гибридные наушники, которые отлично подойдут тем, кто любит плотную и музыкальную подачу с хорошим басом, насыщенной серединой и неутомительными высокими частотами. И на мой взгляд, они точно не про сухую и мониторную аналитику или попытку удивить вас какой-то сверхтехничностью в этом бюджете, а скорее про удовольствие от музыки, эмоции и комфортное и самое главное длительное прослушивание, особенно если вы любите рок, металл и другие энергичные жанры. Ну а ссылка на покупку этих наушников и кабеля будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.